Прошло 3 года. В потоке повседневной деловой суеты мысли о полковнике и его мечте отошли на второй план. Но однажды, вернувшись из офиса домой, я обнаружил среди своей почты конверт. Едва взглянув на него, я узнал почерк полковника. С нетерпением я вскрыл конверт и прочел письмо. В тексте его сквозила надежда, смешанная с отчаянием. Сэр Генри писал, что ему пришлось столкнуться с множеством досадных неувязок, что дело его продвигалось медленно, но что ему, наконец, кажется, до цели осталось совсем немного. Еще чуть-чуть, и он предстанет пред взором таинственного ока Возрождения. Никаких признаков обратного адреса ни на конверте, ни в тексте письма я не обнаружил. Однако меня весьма обрадовал уже сам по себе тот факт, что полковник был жив. Следующее письмо от полковника пришло спустя многие месяцы. Открывая его, я заметил, что руки мои слегка дрожат. В письме содержалась поистине фантастическая весть. Сэру Генри не просто удалось добраться до источника молодости. Он возвращался в Европу, и око Возрождения вез с собой. В письме он сообщал мне, что прибудет в Лондон примерно через полгода. Итак, с того дня, когда мы с полковником виделись в последний раз, прошло более 5 лет. Я неустанно задавал себе вопросы: каков сегодня сэр Генри? Изменил ли его взгляд око Возрождения? Удалось ли старому полковнику остановить внутреннее время, заморозив процесс старения? Когда он появится, будет ли он таким же, каким был в день нашего расставания? А может, он будет выглядеть старше, но не на 5 с лишним лет, а всего на год-другой. В конце концов я получил ответы не только на эти свои вопросы, но и на многие другие, о которых ранее не мог даже помыслить. Как-то вечером, когда я в одиночестве сидел у камина, раздался звонок внутреннего телефона. Когда я ответил, консьерж сообщил: «К вам полковник Брэдфорд, сэр». Я вздрогнул от неожиданности, волна воодушевления захлестнула меня, и я воскликнул: «Пусть немедленно поднимается». Через несколько секунд звякнул дверной звонок моих апартаментов, я распахнул дверь, но... увы, передо мною стоял совершенно незнакомый мне подтянутый моложавый джентльмен. Заметив мое недоумение, он поинтересовался: «Вы не ждали меня?» «Нет, сэр. Вернее, ждал, но не вас». В растерянности ответил я. Должно быть, джентльмен, который должен ко мне прийти, еще поднимается по лестнице. «Да, а я, признаться, рассчитывал на более радушный прием», — сказал посетитель таким тоном, словно мы с ним были давними друзьями. «А вы присмотритесь, неужели мне необходимо представляться?» Он следил за мной, явно наслаждаясь тем, как недоумение в моих глазах сменилось удивлением, удивление — изумлением, и, наконец, окончательно пораженный, я воскликнул: «Генри! Вы! Не может быть!» Черты лица этого человека действительно напоминали полковника Брэдфорда, но только не того, которого я знал, а того, который в чине капитана начинал свою воинскую карьеру много-много лет тому назад. По крайней мере, так он должен был, по моим понятиям, выглядеть тогда. Высокий и стройный широкоплечий джентльмен, под безупречно сидящим светло-серым костюмом угадывалась крепкая мускулатура, мужественное загорелое лицо, густые темные волосы, на висках чуть-чуть тронутые сединой. Непринужденная поза, легкие, мягкие и точные движения. Никакой трости, ничего от того утомленного богатой событиями жизнью старика, с которым я некогда познакомился в парке. «Да это я», — произнес полковник и добавил: «И если вы сейчас же не впустите меня в гостиную, я могу подумать, что манеры ваши за несколько лет заметно изменились. В худшую сторону». Не в силах сдержаться,
Я радостно обнял сэра Генри, пока он шел к камину и усаживался в кресло, скороговоркой забросал его градом вопросов. «Постойте, постойте!» Смеясь, запротестовал он. «Остановитесь, сделайте глубокий вдох и слушайте. Обещаю, Пит, что расскажу вам все без утайки, но только по порядку». И он начал свой рассказ.